Добрый день, дорогие друзья, с вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую. Здравствуйте. Мы сегодня с вами хотели поговорить про страшное место в истории Великой Отечественной войны, а именно про Ржев. Да, про Ржев – это Верден Второй мировой войны. В Первую мировую войну крупные позиционные сражения были на Западном фронте, Верден, Сомма. А во Вторую мировую войну, на самом деле, к сожалению, крупные позиционные сражения происходили на Советско-Германском фронте. И самый известный из них – это, безусловно, Ржев. И Ржевская битва проходила в несколько этапов, я бы даже сказал, с нарастающим ожесточением и с нарастающим, я бы сказал, все же и мастерством советских войск, которые каждый раз летом 1942 года произошло сражение, которое обычно связывают с деревней Полунина под Ржевом и позиционными боями в этом районе, хотя на самом деле этим обстановка не ограничивалась, и на самом деле более известный эпизод этого сражения, если говорить о отечественной исторической науке, это Погорело-Городищенская операция, которую описал еще Сандалов, который волей судеб оказался прикован к инвалидному креслу и, будучи человеком очень энергичным, нашел себя на поприще не административном, а военно-историческом, написал ряд книг, и в том числе Погорело-Городищенскую операцию. Погорело-Городищенская операция, чем она интересна? Это единственный эпизод летом 1942 года, где Красная Армия наступала и освобождала деревню. Везде творилось страшное. Это творилось страшное, в первую очередь, конечно, на юге. Сталинградское направление, Кавказское направление. На северо-западе тоже нельзя сказать, что происходили какие-то особо воодушевляющие события. А на Западном фронте велась наступательная операция, которая привела к тому, что были освобождены деревни, город Погорелое Городище, и в центральных газетах были фотографии, освобожденные деревни, воссоединившиеся семьи. То есть это был такой, как бы, на самом деле, белое пятно на общем достаточно мрачном фоне лета 1942 года. Алексей Валерьевич, не могу не задать вам вопрос. Вот недавно появился фильм режиссера Пивоварова. Да. Нет, у Пивоварова это второй подход к ржевской теме. Должен сказать, что в этот раз он выучил слово «журнал боевых действий». Я вижу прогресс в его творчестве, но тем не менее это получилось достаточно такое хаотичное повествование. И я как бы понимаю попытку вот пройтись по тем местам, но без понимания, в каком контексте это происходило, это более-менее бесполезно. И только простые перечисления с тем же успехом Серебряков и Пивоваров могли приехать, например, на поле Соммы, точно так же походить, поговорить, что вот оно все было усеяно трупами, съездить под Верден, съездить на Галиполи, опять же, это можно было совместить с пляжным отдыхом, и тоже рассказать про поле, усеянное трупами. При этом можно было только менять название населенных пунктов. Текст можно было оставлять точно таким же. Да. Ну, номера соединений еще тоже поменять. Текст можно было оставить таким же. А нету Ржева как индивидуальности, как личности, если можно сказать. Потому что любое сражение, оно имеет свою душу. Свое лицо. Да, свое лицо, свою душу. И этого нет. Те же тексты абсолютно, что называется, шаблонные. Хотя Ржев был очень напряженным сражением, и стороны на него очень много поставили. Если посмотреть, например, отчет Главного артиллерийского управления как раз по Ржевско-Зубцовской операции, там видно, что советское командование сосредоточило немалые усилия на том, чтобы одержать победу под Ржевом. По крупным калибрам к Калининскому и Западному фронту выделялась практически половина, 48%, но это можно сказать половина всех ресурсов Главного артиллерийского управления. То есть реально было сосредоточено все возможные усилия
для того, чтобы противника переиграть, в том числе в плане артиллерийской дуэли. Да, и авиационная группировка была довольно мощно сосредоточена к этому моменту. Да, и при этом сами стволы артиллерии впервые была достигнута плотность 120 стволов на километр. Но тем не менее это все равно было мало против немцев, которые расстреливали по 1000 тонн боеприпасов в сутки. Это было очень напряженное сражение в плане артиллерийской дуэли. И не зря немцы называли это сражением материи, материал-шлахт. И кто там удерживал темп этой артиллерийской дуэли, тот, собственно, и выигрывал. При этом подготовка операции, особенно на Западном фронте, велась так, что ее сделали, можно сказать, образцом на последующие периоды. Тщательная оперативная маскировка. В чем заключалось это? Например, вот в 20-й армии, как раз начальником штаба, который был Сандалов, на передовой держали одну дивизию, а войска, которые перебрасывались для того, чтобы превратиться в такой ударный кулак, который плечом к плечу по 2 километра на дивизию пойдет вперед, его выгружали на широком фронте, подводили ночами на позиции, где они выжидали, тем более леса, достаточно такие обширные леса этого района благоприятствовали такому подходу. Пристрелка артиллерии тоже велась очень тщательно в том плане, что крупные калибры не использовали, чтобы не вскрывать, где будет артиллерийский удар, а стреляли, например, обычно дивизионные гаубицы, а затем по результатам ее стрельбы пересчитывали для крупного калибра. То есть велись путем математических расчетов, выводили данные для тех орудий, которые встанут на место этой гаубицы и начнут дальше стрелять. Почему такое значение придавалось именно Ржеву? Это был плацдарм, который смотрел на Москву. То есть, как говорится, вот, дистанция была минимальной. Если бы немцы собрались повторить бросок 1941 года, если вдруг ситуация на Советско-Германском фронте поворачивается неблагоприятно для Красной Армии, какие-то там катастрофические неудачи на юге, совсем уж катастрофические, которые выкачивают все резервы, то на Москву выгоднее всего было наступать именно с Ржевского выступа, поскольку отогнали на достаточно приличное расстояние немцев от Москвы, но вот здесь они закрепились. Поэтому задача номер один была сокрушить Ржевский выступ, ликвидировать плацдарм, с которого быстрее всего можно было достигнуть Москвы. Это задача номер один. А задача номер два, она проистекала из конфигурации дорожной сети. Если посмотреть на карту железных дорог, то видно, что Ржев находится на пересечении магистрали, которые идут, во-первых, с севера на юг, во-вторых, с востока на запад. Если взять район Ржева, то можно вполне уверенно снабжать ударную группировку, которая будет где-нибудь между Ржевом и Великими Луками, и будет нацелена прямо, что называется, с севера в тыл группы армий «Центр». Без владения Ржевом эта группировка, она повисала в воздухе и не получала нормального снабжения. Кроме того, овладев железной дорогой, которая шла от Ржева на юг в направлении Вязьмы, советское командование получало нормальную рокаду для ведения оборонительной операции, то есть переброска войск вдоль фронта. А так получалась ситуация, что называется, собаки на сене. Немцы сами не могли использовать железнодорожную трассу, идущую от Ржева на запад, поскольку она была пересечена Калининским фронтом в начале 1942 года. И одновременно блокировали эту трассу для Красной Армии. Поэтому для Красной Армии Ржев был такой целью важной в политическом, военном, транспортном отношении и вообще предопределявшей борьбу с группой армий «Центр». Если мы посмотрим по другую сторону фронта, то увидим, что немцы тоже вынашивали наступательные планы. Несмотря на то, что основные усилия германской армии были сосредоточены на операции Блау, то есть поход за нефтью,
Немецкое командование тоже готовило наступательную операцию, причем первоначально эта операция предполагалась в том случае, если они возобновляют наступление на Москву. Идея заключалась в следующем. Ударами по флангам срезать Сухинический выступ, в получившуюся брешь ввести крупные механизированные силы и идти на Москву. Идея со всех точек зрения удобная, и, я бы так сказал, для немцев в том числе типичная. Образовать брешь во фронте путем операции на окружение. Таким образом, немецкое командование тоже готовило наступательную операцию. И с этими планами въезжало в лето. Поэтому не следует думать, что если бы советские войска сидели на западном направлении тихо и спокойно, то им бы дали сидеть тихо и спокойно. Скорее всего, это обернулось бы совершенно катастрофическими последствиями для тех войск, которые находились в Сухиническом выступе. Поэтому наступательный план, он был не, как говорится, блажью ставки, он был настоятельной необходимостью по, так сказать, военно-политическим мотивам, а зная, что собирался делать противник, для срыва его планов. Поэтому план нужно было делать именно такой. Но, говоря о Ржеве, нельзя не упомянуть операцию «Зейдлиц», которую немцы провели в июле 1942 года. Причем с этой операцией связано в том числе и имя такого человека, как Иван Степанович Конев. Дело в том, что у нас основной объект для нападок Жуков, а Ивану Степановичу достаются, что называется, как говорится, жалкие ошметки наиболее эрудированных и подкованных из рядов обличителей. Это в лучшем случае. Так он, наоборот, считается человеком, таким противовесом Жуковым. Хотя, на самом деле, его действия в зимних боях были симметричными. Я бы даже сказал, более такими прямолинейными. Он шел крупными силами в обход Ржева в направлении Вязьмы. Мы, в принципе, об этом говорили. Его подрезали под основание, но благодаря успехам наступления Калининского фронта в целом, у той группировки, которая ушла мимо Ржева на юг в направлении Вязьмы, была такая горловина, пуповина, которая связывала с внешним миром, и эта пуповина находилась севернее города Белый. И вот немцы решили ее срезать для того, чтобы и высвободить силы, и зачистить район, который им был нужен, в том числе и для своих наступательных операций. И вот события на Ржевском направлении, на западном направлении, начались вот с этого срезания 39-й армии. Несмотря на достаточно большие усилия, которые были предприняты для того, чтобы сохранить эту пуповину, им все же удалось ее срезать. И 39-я армия была окружена, частично рассеяна, частично, так сказать, ушла в леса партизанить. Но это был такой достаточно тревожный звоночек о том, что немцы сидеть сложа руки не будут. Это мы говорим про советскую 39-ю армию. Да, советская 39-я армия. И если, когда критикуют Жукова, говорят там про корпус Белова, 33-ю армию, вот у Конева аналогичные события, абсолютно, так сказать, симметричные, я бы даже сказал, даже в больших масштабах, они просто оказались отложены на лето. Говоря о том, что делалось под Ржевом и Вязьмой в течение 1942 года, нужно помнить и о том, что делал Жуков, и о том, что делал Конев. Теперь... Самое главное, надо думать, вот то, о чем вы сказали, о том, что немцы не стали бы сидеть сложа руки. И раз они 39-ю армию довольно быстро срезали, то следующей могла стать группировка в другом каком-то районе. Да, причем у немцев планов было громадье. И вот эта вот операция «Кремль», то есть операция по введению в заблуждение советского командования относительно их планов на лето, она же базировалась на вполне реальных планах, которые они вынашивали. Другой вопрос, что когда позабирали у них резервы, эти планы сразу были уменьшены в масштабах, но о них не забыли, и
Была у них еще одна операция, план, точнее, существовал план со смешным названием «Скворечник», но план был совсем не смешной. Он заключался в том, что из района Демянска, из района Ржева, так сказать, встречным ударом обрезать войска Калининского фронта, которые нависали над тылами группы армий «Центр», окружить их, уничтожить, выровнять линию фронта, упростить себе жизнь в плане коммуникации, восстановить контроль над железной дорогой, которая шла в сторону Великих Луг от Ржева. И, опять же, пассивность, то есть какой нам рецепт предлагает, он нам прямым текстом, конечно, не предлагает, но Пивоваров как бы подразумевает, что а что надо было делать? Вот не надо было наступать на Полунина. Ну хорошо, не наступали бы на Полунина. Что произошло бы? Срезали Сухинический выступ, провели бы тот самый Скворечник, и было бы на самом деле только хуже, если объективно смотреть, поскольку всевозможные операции на окружение, они всегда бьют по всем. То есть от человека, который с винтовкой сидит в окопе, до последнего повара и коновода, который сидит в тылу. Самое главное, теряется техника, тяжелая артиллерия, резервы накопленные уходят в трубу. Да, приходится восстанавливать фронт. Материально-технические средства теряются, волей-неволей склады попадают в руки противника. Да, поэтому отдавать инициативу противнику было нельзя. Это было тем вариантом, которого у Красной Армии не было. То есть тут в этой ситуации, когда вот наши творцы очередной раз пытаются все свести к гибели одного человека, которого безусловно жалко, которого всегда жалко, любая смерть там, или увечье, это тяжелая трагедия там, для семьи, для человека и так далее. Но сводить кино про такую гигантскую операцию военную, да, ну, по крайней мере, непрофессионально, на мой взгляд. Да, это действительно странно, и надо понимать, что на том же Западном фронте Первой мировой войны тоже проводили операции не потому, что людям обязательно хотелось, чтобы их солдаты умерли. Проводились вполне конкретными стратегическими целями. И Красная Армия, так сказать, билась за выживание 1942 год, и за выживание на западном направлении заключалось в том, чтобы перехватывать инициативу. Готовились достаточно серьезно, собрали немало боеприпасов по меркам 1942 года. То есть, опять же, подчеркну, Главное артиллерийское управление, опять же, выбили Конева и Жукова, практически половину боеприпасов тяжелой артиллерии, которые были вообще. А по некоторым позициям, что называется, выгребали даже и последние склады. И сосредоточили, опять же, и для Западного, и для Калининского фронта все, что было в плане артиллерии. И под Ржевом потом использовал, в том числе артиллерию калибром до 305 мм. То есть, в общем, что было, то использовали, несмотря на крайне напряженное положение с производством боеприпасов. Потому что знали, что надо или что-то сделать, или будет плохо. Первым начал Калининский фронт. Его задача заключалась в броске непосредственно на Ржев. И как раз-таки недостаток имеется в виду даже не в абсолютных цифрах, а в относительных, то есть в боекомплектах, вынуждал планировать операцию как практически блицкриг. Быстро ударить, быстро добежать до Ржева, до того, как противник подтянет резервы. Западный фронт начинал через 5 дней. Но это было связано не с каким-то стремлением, вот эти раньше начнут, к нему идут резервы, а мы возьмем тепленький. Получилось на самом деле наоборот. Калининский фронт начинает первым. В этот момент командующий 9-й армией Модель, который, собственно, держит оборону Ржевского выступа, он был в отъезде, он там лечился после ранения, и все решения принимал не он лично, а его штаб. И сразу начал выдергивать резервы. Причем первой жертвой на выдергивание стали дивизии, которые предназначались для срезания Сухинического выступа. То есть начинаем наступление, и как тумблером щелк, и вражескую операцию выключаем. То есть уже самим фактом начала наступления был сорван план по уничтожению, так сказать, достаточно приличного по размерам Сухинического выступа. То есть люди, которые там находились, что называется, там 10-й армии, над ним уже занесли топор, и раз, и он исчезает. Тем не менее,
вот эта вот артиллерийская дуэль, она, к сожалению, развивается не в пользу Красной Армии. И артиллерия противника становится основным средством остановки атак. Пулеметы бьют, заставляют людей залегать, дальше на них обрушивается артиллерия, либо даже, если пулеметы удается заткнуть, люди бегут по полю, и, что называется, издалека прилетают снаряды тяжелые. Большие потери, большие проблемы. Танки, причем танки севернее Ржева использовались ленд-лизовские валентайны. Там была бригада практически целиком на валентайнах, то есть примерно там 40 валентайнов, 20 и 60. Причем танкисты жаловались, в валентайн нету осколочно-фугасных снарядов, только бронебойные. И танк фактически как самка действует. То есть ездит, стреляет из пулемета, изредка из пушки. Справедливости ради, надо сказать, что считали, что у немцев в районе Ржева большие резервы танковые, там 100 танков. И в этом отношении валентайны с бронебойными, они были, по крайней мере, обоснованы, осмысленны. Их как бы отправляли на случай, если на пехоту выкатится вражеская бронетехника, и надо будет с ней что-то делать. Танки завязают в болотах. Погода еще резко ухудшилась, полили дожди. Количество дорог, по которым можно было банально ездить танком, уменьшается. Начинаются бои на подступах к Ржеву севера, как раз та самая деревня Полунина, вокруг которой, что называется, ломаются копья, хотя это был один из пунктов. То есть не надо сводить сражение только к этой деревне. В этот момент уже льют дожди, начинается наступление Западного фронта. Западный фронт наступает лучше. Он довольно бодро, опять же, благодаря тому, что Жуков лучше умел в оперативную маскировку, прорывает оборону. Причем там даже с элементами было блицкрига, когда небольшая речушка, через нее мост, естественно, заминированный, и подвижный отряд захватывает этот мост, без всяких там бранденбуржества, то есть без всяких там переодеваний в чужую форму и прочего косплея, просто абсолютно честно, быстро прорвались, захватили мост. Захват моста – это возможность быстро переправить артиллерию, танки, двигаются вперед и освобождают погорелое городище, при этом вынужденно оставляют сбоку такой узел, опорный пункт Карманова, пытаются продолжать дальше. И тут в дело идут немецкие резервы, как раз снятые с операции Вильбервинд, срезание Сухинического выступа. Дивизии танковые. Уже в штабе 9-й армии сидит Модель. Он совершенно безжалостно швыряет эти резервы навстречу советскому наступлению. И оно начинает в этих резервах вязнуть. Кроме того, ему мешают вот эти вот находящиеся сбоку опорный пункт Карманова. И, по сути, наступление двух армий Западного фронта, наступают 20-й и 31-й армии, это все переходит, во-первых, в борьбу за плацдармы на реке Вазуза, за попытки прорваться и перерезать ключевую магистраль, идущую от Вязьмы на север через Сычевку к Ржеву, по которой идет снабжение. На самом деле, картина этих позиционных сражений, она иной раз близнецово похожа на аналогичные операции. Даже наши бои зимой 43-44 года под Витебском и Оршей. Тогда тоже абсолютно та же конфигурация. Орша, Витебск соединяют их железной дорогой и пытаются к этой железной дороге прорваться, ее перерезать, лишить снабжения и, собственно, обрушить немецкую оборону того города, к которому идет эта магистраль. В 43-44 это в итоге получилось во время Багратиона. Под Ржевом это не вышло. До железной дороги остается совсем мало, как говорится, считанные, как говорится, уже на уровне там, пары километров. До нее не доходят, в том числе потому, что сбоку сидит заноза Карманова. Это была у немцев такая тактика, я про нее уже говорил, угловые столбы, когда опорный пункт стремятся удерживать любой ценой для того, чтобы сузить советский прорыв. И наступление Западного фронта вынужденно поворачивается, так сказать, во фланг к этому опорному пункту, его изо всех сил штурмуют. Опять же, идет жесточайшая артиллерийская дуэль, и 23 августа все же его берут.
штурмом. Но тут наступает 28 число, и Георгия Константиновича Жукова вызывают тушить пожар под Сталинградом. Соответственно, бои на Западном фронте постепенно сходят на нет, поскольку акцент смещается в сторону непосредственно города Ржева, наступления Калининского фронта. То самое Полунино в итоге берут, причем проблемой, очень большой проблемой, которую упоминал даже ставший командующим Калининским фронтом, то есть Конева в итоге пересадили на Западный фронт, командование Западным фронтом, то есть, можно сказать, он вернулся на ту должность, которую он занимал перед операцией «Тайфун» и Вяземским котлом. Пуркаева ставят на Калининский фронт, и Пуркаев своим приказом пишет, что так и так. Статистика показывает, что бойцы очень мало используют свое оружие. То есть расход патронов на винтовку незначительный, на минометы 50 мм незначительный, даже на полковые пушки незначительный, что вся тяжесть боя – это артиллерия 76, гаубицы 122, гаубицы, пушки 152 мм, то есть бой идет в основном на артиллерии. И что это плохо, пехота, не используя свое оружие, тем самым не использует возможности для прорыва обороны. Это считалось действительно серьезным недостатком, и его лечили формированием штурмовых групп. Но это было уже позже. А с отъездом Жукова разворачиваются боевые действия в районе Ржева. Те резервы, которые останавливают 20-ю армию, они меняют направление, используют против советского плацдарма на Волге. И здесь следует сказать, что подробности об этом эпизоде я советую посмотреть лекцию Алексея Волкова. Он обещал, кстати, к нам прийти рассказать про это. Вот, поэтому я на этом останавливаться не буду, я просто скажу суть. Дело, что сменили направление удара, стали заходить, как говорится, в обход Ржева с форсированием Волги. Причем форсировали на неудобном участке, заняли плацдарм и успешно отразили удар танкового резерва. Подробнее расскажет Волков, но это я говорю к тому, что продвижение было. То есть все же, несмотря на то, что сражение было позиционным, медленно, но верно немецкую оборону прогрызали. Да и успехи, оказывается, были. Вот это форсирование Волги. Вот тот эпизод, когда перед этим мост захватили, да, тоже в другом месте. Да, опять же, ранее. Освобождение Погорелого городища. Все же продвинулись довольно далеко по своей территории, висели уже, можно сказать, оставалось чуть-чуть. Вот еще, как говорится, один удар, железную дорогу перерезали, Ржев лишается снабжения, и жизнь может и наладиться. Но центром боев сентября все же становится сам город Ржев. И здесь Модель получает резервы. То есть он вообще был человеком, который умело общался с фюрером, то есть он с ним обращался, имитируя старого солдата. То есть такой вот солдафон, такой весь простой, вот окопник. И вот складывалась совершенно, на самом деле, абсурдная с точки зрения субординации ситуация, когда ему командующий группой армий «Центр» Клюге мог отдать приказ, а он, если не хотел выполнять этот приказ, он его оспаривал напрямую через фюрера, с которым у него, что называется, была личная связь. Приказ отменяли, и Клюге мог только в бессильной ярости там грызть коврики или еще что-то делать. То есть, в общем, человек был абсолютно неуправляемый с точки зрения командующего группы армий, который постоянно требовал резерва, его накачивали со страшной силой резерв. Достаточно сказать, что, несмотря на потери, численность 9-й армии выросла примерно на четверть с начала советского наступления. То есть, он высасывал все резервы из группы армий «Центр», и в числе этих резервов была в том числе элитная дивизия Великой Германии. Вообще говоря, ее планировали использовать на юге, но потом по каким-то, так сказать, туманным соображениям, в том числе, вот, что она должна быть только в Европе, она не должна быть в Азии. В общем, какие-то такие вещи, как говорится, сразу на языке вертится слово там «она нербе», там еще что-то. В общем, какие-то такие достаточно туманные соображения, что ее из южного сектора отправляют под Ржев, она становится резервом группы армий «Центр», и ее себе тоже выдергивает Модель. Причем ему Клюге прямым текстом говорит, отдается приказ
Не просто, что называется, бумагу написали, использовать дивизию только целиком. Что делает модуль? Зачем целиком? Я привык ее раздергивать по батальонам. Я буду раздергивать по батальонам. Чем эти отличаются от обычной пехотной дивизии? Причем, что любопытно, если Красная Армия наращивала плотность артиллерии, на самом деле извлекала уроки из зимних боев, немцы были вынуждены перейти к сплошной линии обороны. То есть, если раньше они делали оборону на опорных пунктах, то теперь, во-первых, опорные пункты, во-первых, и иной раз разносились огнем тяжелой артиллерии, атакой танков. И, кроме того, Красная Армия освоила просачивание между опорными пунктами в глубину. И это заставило строить сплошную линию обороны. То есть, это была взаимная учеба и изменения, которые происходили вынужденно по обе стороны фронта. Это я говорю к тому, что на эту вот сплошную выстроенную оборону раздергивали батальон в Раздольчланда, раскидывали по разным участкам побатальонно, использовали, так сказать, целиком размером один полк в боях за Ржев. И когда нам, опять же, рассказывают о потерях советских войск, то надо понимать, что вот эта материя о шляхте, когда в обе стороны летали снаряды, обе стороны несли тяжелые потери. Кроме того, немцы были вынуждены, чтобы не терять важные рубежи, постоянно контратаковать. И в случае с Великой Германией, с Гройсдойчландом, произошла даже ситуация, когда фактически люди сбунтовались и сказали: мы не будем отбивать этот лесок. Модуль сказал: отбивайте. Как говорится, фюрер ждет, что вы исполните свой долг. И не будем. Почему это происходило? По той простой причине, что один полк потерял 1200 человек. Вся дивизия за время пребывания под Ржевом, она была вообще дивизия «Монстр», самая большая, можно сказать, дивизия в германской армии на тот момент, 18 тысяч человек. И из 18 тысяч человек потери, на самом деле, включая все причины, включая заболевшим, подходили к рубежу 10 тысяч человек. То есть дивизия была практически выкошена этими боями за Ржев в сентябре 1942 года. Для Модуля это была ситуация, когда он считал, что, опять же, к вопросу о так сказать, полководческих принципах, Модуль совершенно безжалостно швырял в бой резервы. Почему? Это чужая дивизия, это резерв группы армий «Центр». Она приедет, понесет потери и уедет обратно на пополнение. Если сколько она потерь не понесет, мне все равно. Эти дивизии не понесут, эти дивизии не лягут на соединение 9-й армии. Поэтому он совершенно, так сказать, не дрогнувшей рукой раздергивал, швырял в бой по частям. И на самом деле оборона Ржева, именно города Ржева, потому что за город шли уличные бои. Он, конечно, его трудно сравнивать со Сталинградом, и по размерам, так и все же по напряженности боев. И вообще говоря, там не было вот этих вот фабрик и вообще, так сказать, таких крупных объектов, за которые шли, что называется, бои на уровне на одном этаже русские, на другом немцы, но на уровне уличных боев там схватки были крайне напряженными, в бой шли и огнеметные танки, бронетехника того же Гроссдойчланда в лице штурмовых орудий. И если уж кого упрекать из официальной истории, то я вынужден высказать упрек коллективу Кривошеева. Гриф секретности снят, покойному, к сожалению. Но я на самом деле это и ранее высказывал, в том числе, так сказать, публично, в формате дискуссии с ним, что он обрезает хвосты операции. И когда он приводит данные по потерям в этой операции, летний Ржев, он не учитывает сентябрь. А сентябрь — это как раз были очень тяжелые бои непосредственно за город Ржев и в его окрестностях, то есть уже за Полунина, когда, так сказать, Полунина уже давно взяли. И если мы посмотрим, сколько потеряли, то с 1 по 29 сентября 1942 года 30-я армия Лелюшенко, которая сражалась непосредственно за Ржев, она потеряла убитыми 16 507 человек,
пропавшими без вести 667, что интересно, небольшое количество пропавших без вести. То есть ожесточение боев было большим, и, как говорится, перебежчики или там те, кто добровольно сдавались в плен, их было мало. А всего 30-я армия потеряла аж 75 744 человека. То есть очень тяжелые потери, именно сентябрьские. В боях за Ржев, в которых, я говорю, использовалась артиллерия самых больших калибров. Для сравнения, конечно, бои на подступ Ржева тоже были достаточно напряженными. За первые 5 дней боев та же самая 30-я армия потеряла убитыми примерно несколько больше 5000 человек, без вести тоже небольшое количество, 565. Всего общие потери составили примерно 26 тысяч человек за 5 дней боев. То есть тоже много. Там дивизии ополовинивались, но тем не менее вот этот вот хвост операции, про него не надо забывать. Непосредственно бои за город. И когда говорят там Ржев, город воинской славы, это было связано в том числе и с тем, что бои шли на территории самого Ржева. Потому что задача была в том, чтобы вытеснить немцев с северного берега Волги, в перспективе освободить вот эту железнодорожную магистраль, которая идет через Ржев на Великие Луки, оттеснить от нее немцев, если уж не получается, то, кстати, срезать их, там, обрезать им снабжение и заставить уйти. А немцы какие потери понесли при этом? Значит, да, информация есть. Хорошо бы сказать, значит, про Западный фронт. 2 армии Западного фронта. 20-я армия потеряла всего 49 тысяч человек. Из них 10 тысяч убитыми, примерно чуть меньше 3 тысяч пропавшими без вести. Но это было связано, может быть, с более подвижными боями, тем, что, так сказать, прорывались вперед, могли кого-то отрезать, вот на тех же плацдармах на Вазузе. 31-я армия чуть больше 10 тысяч убитыми, 3700 пропавшими без вести, всего 51 тысяча человек потерь. То есть это август, поскольку Западный фронт, он практически в августе его операции свернуты были. А вообще говоря, если говорить обо всем Западном фронте, здесь нельзя не сказать, что у нас очень много говорят о 33-й армии Ефремова, когда она была при Ефремове, но забывают, что она же участвовала в позиционных боях, но не под Ржевом, а значительно южнее, и там она потеряла больше 40 тысяч человек, то есть сравнимо с армиями, которые штурмовали Ржев. И вообще говоря, весь Западный фронт, включая Сухинический выступ, потому что немцы же как попытались. У нас нету северной клешни, но давайте попробуем с юга ударить, может быть, получится. У них ничего не получилось, то есть операция, так сказать, довольно быстро застряла, и, так сказать, срезания выступа даже не было никакой речи, но тем не менее, так сказать, оборонительное сражение, в котором участвовала в том числе 3-я танковая армия «Будущее», 3-я гвардейская танковая армия, тогда еще не под командованием Рыбалка, это тоже август. И всего за август Западный фронт, на самом деле Ржев не был местом, где неслись основные потери. То есть они были размазаны по достаточно широкому фронту. Западный фронт потерял почти 50 тысяч убитыми, 21,5 тысяч пропавшими без вести, а всего без малого 242 тысячи человек. При этом фронт достаточно большой, общая численность там больше 800 тысяч человек, но тем не менее август на Западном фронте был очень горячим. При этом следует понимать, что под Ржевом было потеряно убитыми 20 тысяч из 49. Ну, то есть это было 3-4 тысячи пропавших без вести. Да, да. Ну, так, даже я бы сказал, что если посчитать пропавшие без вести, то из пропавших без вести, то под Ржевом это примерно 6700, треть из 21500. То есть Ржев был одним из сражений Западного фронта. Западный фронт был такой очень горячей точкой, хотя, конечно, он не поглощал все резервы, так как это было под Сталинградом. То есть как раз-таки Западный фронт на общем фоне, несмотря на там тяжелые позиционные бои, тяжелые, так сказать, потери в этих позиционных боях, он находился в лучшем положении, если мы там сравним с какой-нибудь Воронежско-Ворошиловградской операцией, где был потерян там за счет отступлений котлов
раза в 3 больше народу. Западному фронту было плохо, позиционные бои, но он не был прям вот аутсайдером, который ничего не добивался и только терял. Он и приобретал, и тут самое время как раз сказать о потерях немцев. Да, но и еще раз извиняюсь, что перебиваю, опять же для зрителей, чтобы понятно было, те две армии, которые наступали, получается, они понесли 1/3 потерь Западного фронта, 1/3 по сути. И безвозвратных вообще, общих даже потерь получается. Да, то есть это был Ржев, в нем это не была такая вот место, воронка какая-то, в которую, так сказать, все сливалось. Это был одно из направлений действий. Да, успех достигнут не был, так сказать, задачи не выполнены, но тем не менее сорвали планы противника первые. Приковали к себе силы противника, да, серьезные, значительные. Да, Гроссдойчланд, что называется, раздерган и понес большие потери. Он уехал в октябре на пополнение, приехал не скоро. Танковые дивизии, которые, опять же, были там как пришпиленные в позиционных боях, то есть они занимались не тем, чем обычно занимались танковые дивизии. Они занимались тем, что, как говорится, держали какие-то там деревеньки, наносили локальные контрудары. В принципе, вот вся их махина механизированных, так сказать, тягачи, автотранспорт, это все было бесполезно. Оно было полезно только когда они, сломя голову, бежали из районов сосредоточения для Вильбервинта в район Ржева. Так, что касается немецких потерь, я специально выяснял этот вопрос. И потери немецкой 9-й армии под Ржевом составляют 52 тысячи человек. Вот именно летний Ржев. К сожалению, соотношение сильно не в нашу пользу. То есть соотношение, опять же, если там считать всякие армии, которые были еще на стыках, тут будет колебаться все же примерно от 1 к 4, 1 к 6. Это плохо, но это, извините меня, не 1 к 14, а 1 к 100. Вот если послушать рассуждения Пивоварова с Серебряковым, может сложиться впечатление, что советские солдаты устилали поле, а с той стороны, кажется, пулеметчик сходил с ума. Нет, не 1 к 1, конечно, но и не 1 к 14, не 1 к 100. И вот эти вот стачивания соединений, они приводили к тому, что соединения группы армий «Центр» довольно быстро стали 6-батальонными, а не 9-батальонными, уменьшалась сила пехоты, и самое главное, подвижные соединения, то есть это танковые, моторизованные, увязали в совершенно для них бесперспективных позиционных боях. Других не было, и, собственно, для того, чтобы быстро перебросить, лучше всего годились именно танковые, но это означало, что они уже не могли быть использованы прям немедленно для и парирования советских наступлений на других участках, и для собственных наступательных операций. Реалиями 1942 года было, конечно, то, что, несмотря на то, что сосредотачивали усилия немалые, там, где надо было вести позиционную войну, там, так сказать, отпускали боеприпасы по максимуму, но, тем не менее, этого было недостаточно, чтобы немцев все же перестрелять в огне, потому что немцы имели прямую магистраль Фатерлянд, которая гнала боеприпасы в больших количествах. Пополнение было гораздо хуже. То есть проблема была именно в том, что у немцев выбивался подготовленный личный состав. Этот процесс длился весь 1941 год, и в 1942 году продолжился. А те, кто приходили к ним на смену, это было совсем менять и плакать. То есть подготовка была уже совершенно недостаточной, и армии начинали, что называется, выравниваться по уровню подготовки. То есть подготовка Красной армии росла, и вопрос там, так сказать, штурмовых действий, он уже был на самом деле вопросом времени. Промышленность тоже наращивала свою мощь, а вот индивидуальная подготовка, те, кто были хорошо индивидуально подготовлены, они уже, так сказать, ложились в землю. И в том числе вот в этих вот контратаках, на которых там настаивал Модель, поскольку лучше было, что называется, провести контратаку и держать что-то, причем чужой дивизии провести, потом ее отдать обратно, а своих посадить в захваченные только что окопы, так сказать, усеянные гильзами и густо политой кровью.
Поэтому Ржев, он не был, что называется, это не было бесполезное сражение. Это был Верден, это была Сомма. Сомма, причем именно в плане вот этой вот артиллерийской дуэли. При этом должен сказать, что у англичан на Сомме у них было все же, так сказать, похуже в том плане, что их заставала артиллерийская подготовка прямо в окопах. То есть Красная Армия, она была подготовленнее, чем, так сказать, англичане на Сомме, и хотя бы там какие-то меры к тому, чтобы их не накрыли прямо в окопах, предпринимались. Хотя были там проблемы там, с разведкой, и когда вот такой вот очень плотный позиционный фронт, разведка, конечно, гораздо тяжелее. Ввиду совершенно безжалостной политики Моделя в отношении партизан и местного населения, вот эта разведка с опорой на партизан тоже была проблематичной. Радиоразведка, ну, это, так сказать, технические средства, которыми тоже были проблемы. Но, тем не менее, худшего варианта, то есть, что называется, пойти вперед, вклиниться, и этот склинение срезается, этого поджога все же удалось избежать. То есть, наоборот, немцы медленно вытесняли, выталкивали, именно вытесняли, выталкивали. Так что ставить перед ним однозначно знак минус, это будет несправедливо, в том числе к тем людям, которые там воевали и шли вперед, и опять же проявляли свое мастерство и возросшие навыки боя на уровне тактики. Хотя, да, их упрекали в том, что мало используется там стрелковое оружие, но это все постепенно преодолевалось. По количеству вообще брошенных в бой сил противники были сопоставимы? Численность советских войск была несколько больше по личному составу, но при этом надо понимать, что в разгар боев именно за город Ржев 9-я армия насчитывала примерно 300 тысяч человек. То есть это тоже очень большая масса людей. Это людей, артиллерии. Дело даже не было там не в танках, потому что, так сказать, танков, штурмовых орудий с этим было там в разных местах по-разному. Понятно, что когда приезжают свежие танковые дивизии, у них там появляется, так сказать, баланс танков резко начинает скакать. Но вот в основном это было сражение пехотное. То есть это были такие бои с продвижением, там, что называется, на сотни метров в день, там, в том числе в тяжелых условиях, когда хлынули дожди. Что было плохо от дождей? Мало того, что танки вязли, там, где они раньше проходили, там они начали вязнуть. Вязли еще машины с радиостанциями. Ну, научились пользоваться радио. Окей, хорошо, начинается наступление, машина наглухо застревает, связь теряется, и, так сказать, уже подразделение впереди начинает, говорится, кто в лес, кто по дрова. То есть управление теряет, за это там получается втык все, ну, в разной степени, с снятием с должности командиров дивизии и прочее, но изначально это, в общем, та проблема, которая возникла именно из-за того, что рассчитывали, что удастся по суху добежать быстро до Ржева и взять город до такого резерва, а тут все вмешалось, все пошло не так. Это на самом деле один из уроков Ржева, что всегда все может пойти не так. И это верно и для немцев, верно и для Красной Армии. Не, ну 300 тысяч человек — это все-таки группировка вполне сравнимая с 6-й армией Паулюса. Да, армия Паулюса была численно все же больше, то есть еще один наш, так сказать, позиционный монстр — это 18-я армия, но тем не менее 9-я армия Моделя, она уверенно была, как говорится, в тройке лидеров. Угу. Ну и не забудем упомянуть бога войны, наверное, в этом разговоре. Да. Потому что, насколько я понимаю, все-таки именно состояние и особенно подготовка, ну и обеспечение немецкой артиллерии сыграли важнейшую роль. Да, то есть сыграл как раз роль то, что Модель находился на самом деле в более выгодном положении, чем Паулюс. Паулюс, что называется, был связан с Фатерляндом достаточно тонкой ниткой через один мост через Днепр. А Модель имел возможность получать эшелоны с боеприпасами там, к тяжелой артиллерии, там, к реактивным минометам
практически, как говорится, по прямой хорошей магистрали Берлин, Варшава, Минск, Вязьма. И вот эта магистраль, она имела, конечно, и большую пропускную способность, и устойчивость ее работы, она была гораздо выше, да, протяженность меньше, и поэтому он имел возможность этим пользоваться и, так сказать, перестреливать именно из-за того, что Красная Армия отставала по производству боеприпасов. Поэтому я всегда, говоря о Ржеве, говорю, что такое Ржев. Улетает один тяжелый снаряд со стороны Красной Армии, обратно прилетает 2-3 с немецкой. И в этих условиях подавить артиллерию противника, потому что понятно, что чем был силен модуль, конечно, все держалось не только вот на этом совершенно, так сказать, не дрогнувшей рукой отправлении в бой прибывших резервов, но и тщательной подготовки позиций артиллерии с запасными позициями, с маневром, резервами артиллерии, которые были тоже моторизованы с одного участка на другой. И с этих позиций она била, и для того, чтобы ее подавить надежно, вот, нужно было выиграть артиллерийскую дуэль. Вот ее, так сказать, выиграть не смогли, но при этом надо сказать, что и немцы не могли подавить советскую артиллерию. Это выражалось в том числе в небольших потерях орудий. То есть, опять же, если почитать там отчет ГАУ по потерям артиллерии, там сравнить с тем, сколько артиллерии там потерял Юго-Западный фронт при отступлении от Харькова, понимая, что Западный фронт находился в хорошем положении, он там терял мало пушек там. Ну, понятно, что их достреливали, там, что называется, давили батареи, там штуки могли тоже долететь до батареи, их разнести, но тем не менее тяжелая артиллерия, она несла очень маленькие потери и в том числе активно использовалась при немецких контрударах. Вот когда Гроссдойчланд отказывался идти в контрудар на Лесок, они прекрасно понимали, что их ждет. Их ждет даже не, так сказать, шквальный огонь пулеметов. Пулеметы они там, может быть, так сказать, подавят своими силами. А издалека, откуда они не видят, та же самая артиллерия советская, их встретит радушно, более чем радушно. И это, опять же, читая отчет ГАУ по вот этой Ржевско-Зубцовской операции, там тоже говорится, вот мы смотрим в разных видах боя, везде артиллерия доминирует. Стреляют мало из своего оружия, а артиллерия наступают, отражают контрудары, постоянно, как говорится, очень активно используются. Единственное, что было еще, опять же, проблема, связанная с тем, что вот эти полили дожди и все, ливнях утонуло, это то, что были проблемы с выдвижением артиллерии вслед за наступающими войсками и подвозом боеприпасов. Потому что понятно, что там и авиация долбила эшелоны, там, и вынуждены там гужевым транспортом что-то тягали вперед по вот этой вот бесконечной грязи. И как раз вот то, что не выполнился первоначальный план, это начинало все рушить. То есть, что называется, план ударили, бодро добежали до Ржева, все, задача выполнена. А когда медленно продираются вперед, тут уж не, наверное, солдаты там на себе таскали боеприпасы, но это окупалось. Алексей Валерьевич, ну, те же создатели фильма могут тогда нам в пику, так сказать, ну что ж, значит, тогда не стреляли из артиллерии, потому что не хотели, потому что проще было погнать солдат на убой, солдатиков на убой погнать. Ну, в том-то и дело, что солдаты стреляли мало, а артиллерия стреляла много. Наоборот, картина складывается под Ржевом. Почему же не перестреляли? Тогда спросят. А потому что на один тяжелый снаряд, улетавший в сторону противника, пролетало 3 немецких. И наоборот, Красная Армия под Ржевом очень сильно опиралась на артиллерию, в том числе больших калибров. Вот я к этому и подвожу. Я хочу сказать, то, что не лишним будет напомнить нашим, так сказать, творцам, которые порой задают такие простые вопросы и апеллируют вот к таким чувствительным вещам, да, у людей, что не надо забывать, что советская промышленность в 1941 году устроила массированный переезд из западных районов в восточные. Были потеряно огромное количество заводов, фабрик. Чтобы восстановить производство, которое и так, в общем-то, не блистало в 1941 году, особенно что касается тяжелых боеприпасов, требовалось время.
Да, но тем не менее, это средство борьбы очень массированно, активно использовалось и расстреливали действительно очень много боеприпасов. Если считать, как говорится, штуки выстрелов, то, как говорится, я очень рекомендую господам пивоварам и Серебрякову вот по этим же местам, где лежат, где они ходили, попытаться пройтись миноискателем. Там железная земля. Именно потому, что там очень много осколков и той, и другой стороны. И там реально вот эта вот дуэль, идущая, что называется, и днем, и ночью, она шла, так сказать, в обе стороны. И, как говорится, советские снаряды тоже регулярно прилетали и находили себе жертвы и в том же Карманово, и в том же Полунина, и создавали большие проблемы в тех же, так сказать, контратаках и в попытках переломить ситуацию в свою пользу. Потому что чем Ржев был плох для немцев? Их все попытки нанести... С нашей стороны мы смотрим, видим, да, первоначальная задача не выполнена. А что мы смотрим и посмотреть со стороны немцев? С их стороны и главные, так сказать, идеи, на самом деле, самый удобный для обороняющегося вариант — собрать ударный кулак, нанести контрудар, разгромить, и все, и сражение закончено в нашу пользу. Вот это не выполняется. Прибывающие резервы бросаются в бой по полку, иной раз по батальону. И вот этого вот сбора кулака, который может резко, что называется, переломить ход сражения, вот этого перелома его не наступает. Тоже, как было, например, под Харьковом. То есть наступает Юго-Западный фронт, немцы собирают ударную группировку, контрудар, и, что называется, сражение заканчивается само собой. А тут оно продолжает 2 месяца непрерывных, так сказать, изматывающих боев с выбиванием подготовленного личного состава без вот этого решающего перелома. И под Ржевом аналога Харькова или даже там Любани его не было. Потому что Красная Армия, которая, да, она двигалась вперед медленно, но когда ее пытались контрударять, она была очень крепким орешком. И, так сказать, сточенный серьезно так сказать, всех этих контратаках тот же Гроссдойчланд, да, лучше там и свидетельствовать, потому что уж кого-кого, а Великую Германию трудно было упрекнуть в том, что это, как говорится, вчерашние рекруты со слабой подготовкой. Это было элитное соединение с очень хорошей подготовкой, которое приехало на фронт, переформировавшись из полка весной 1942 года. И то, что они на юге, там они понесли, на самом деле, не очень большие потери. И, оказавшись под Ржевом, они находились в хорошей форме, но эта хорошая форма улетучилась за там, примерно 4-5 недель боев. Алексей, ну что тогда сказать? Чего не хватило? Боеприпасов? Не хватило, пожалуй, в первую очередь штурмовых групп, боеприпасов, но им, может быть, еще не хватило, так сказать, завоевания господства в воздухе. То есть тут были проблемы с тем, что советская авиация вела себя более пассивно в том плане, что не вела борьбу за воздух, в том числе там, методом свободной охоты, то есть настаивали на том, чтобы баражировали в каких-то определенных районах. Вот преодоление этой пассивной тактики, оно заняло, что называется, 1943 год. А так... Но там по-другому и быть не могло, потому что немцы, как мы уже тоже в предыдущей передаче говорили, они авиацию смогли свою перевооружить за зиму 1941-1942 года, наформировать новых частей соединений, и там было очень непросто сталинским «Соколом», потому что, опять же, заводы уехали на восток, производство только организовывалось в 1941 году, на самом деле. Особо не получилось вот эти самолеты нового типа довести до ума, поэтому с немцами было в воздухе просто технически сложно сражаться. Да, и поэтому как бы, вот эти, опять же, ударные группировки, они подвергались ударам с воздуха. Конечно, это было не так, как под Сталинградом, где там пишут прям авиация решила исход боя. Все же под Ржевом прямо вот авиация решила исход боя не пишут. Ну, может быть, там какой-то отдельный эпизод, когда за конкретную деревню, там какой-то конкретный батальон или полк. Но, тем не менее, достичь преимущества с этим пока было туго. И
как бы, что надо было сделать, чтобы, так сказать, получилось под Ржевом, показывает Багратион, который был 75 лет назад. То есть выбивание немецкой артиллерии и авиации, а дальше, что называется, пехота уже вполне могла справиться. Ясно. Ну, что тогда мы ответим товарищам Серебрякову и Пивоварову? Я, кстати, не знаю, а вот смысл приглашать в такую передачу, например, ну, допустим, даже такого хорошего актера, там, Серебрякова, да? Почему вот не позвать специалиста? Например, вот вас не позвать в такую передачу? Ну, я вообще, так сказать, персона нон грата, а так просто прочитать с выражением журнал боевых действий. То есть это, конечно, хорошо, но я бы вот еще рекомендовал для, так сказать, полноты картины взять книжку западного историка Ньютона из Соединенных Штатов про модуля. И он там очень красочно, то есть из него тоже, вот, так сказать, почитать, чтобы создалось реально впечатление объемное сражения о том, какова была вообще, так сказать, душа этого материал-шлахта. Потому что иначе это действительно получилось как это вот, ну, что-то вот такое вот непонятно почему начали, непонятно почему, чего добились. Как бы сводить все там к нескольким личностям, но это опять же, это в какой-то мере антинаучно. Ну, по-моему, попытались просто, как обычно, обратиться к просто воспоминаниям каждого конкретного человека, да, так сказать, пожалеть от человеческой трагедии, да, и да, к этому свели гигантское сражение. Собственно. Да, гигантское сражение. Тут нужны просто разные этапы. Никто не спорит, то же самое происходит там с осмыслением событий Галиполи 2015 года, там, Сома 2016 года, там тоже, что называется, есть темы там, голоса сражений, там, воспоминания людей о тяжелых боях в окопах. Но это да, это реалии войны, это не должно повториться. Война это очень плохо, да, и забывать об этом не надо, надо просто понимать, что война это настолько материя сложная, что даже обладая, там, что называется, какими-то идеями и, так сказать, обладая мощными техническими средствами, никто не застрахован от того, чтобы ввязаться в бесконечную позиционную мясорубку. Вот это материал-шлах, сражение материи. От этого никто не застрахован. И если уж об этом говорить, то и у американцев был там свой Хуртгенский лес, у англичан был город Кан. Если даже забыть про то, что у них было там в Первую мировую войну, в Первую мировую войну они Ржеву давали, как говорится, 100 очков вперед. Это просто реалии войны, когда нет. Еще, опять же, что нужно понимать в отношении Ржева, это был апофеоз сражений на Советско-Германском фронте, когда не было еще решительного преимущества ни той, ни другой стороны. То есть ни немцы не могли выполнить свои задачи, ни Красная Армия не могла. И вот это было шаткое равновесие. Естественно, когда с двух сторон вот пытаются, что называется, противника опрокинуть, не когда одна сторона гонит противника, сбивая его с одной позиции с другой, а именно вот когда вот в этом плане можно привести аналогию борьба регби. Когда встают вот друг против друга и, так сказать, толкают, кто кого вытолкнет. И вот это вот столкновение, оно, естественно, порождает вот это позиционное сражение, когда действительно продвижение исчисляется метрами, когда нет решительного успеха ни одной стороны. Вот Ржев – это как раз апофеоз вот этой борьбы, когда еще не было предрешено, кто выиграет. Понятно, что позиционное сражение может там быть и в других условиях, но вот Ржев – это именно попытка переломить каждой из сторон положение в свою пользу. И, к сожалению, так сказать, Красная Армия в этом потерпела неудачу, но точно так же и Модуль потерпела неудачу в том, чтобы переломить сражение в свою пользу, что называется, на первых ходах. И выполнить свои планы. Да, и выполнить свои планы, да, и, что называется, остановить советское наступление одним решительным контрударом, срезать Сухинический выступ, срезать кусок Калининского фронта. То есть, в общем, планы в громадью, они все тоже, как говорится, остались лежать в папочках, погребенные под донесением о безвозвратных потерях. Поэтому ни в коем случае нельзя
даже допускать мысль, что это было какое-то бесполезное мероприятие. Да, это был один из этапов борьбы, то есть я его не склонен там привязывать к московской битве, если мы, так сказать, подводя итог, скажем, что есть историк, который считает, что это часть московской битвы за Москву, это все же несколько несправедливо, в том числе по отношению к Ржева, это самостоятельное сражение, по ряду причин, оказавшееся в советский период засекреченную в историографии, только, так сказать, кусочками показывавшееся широкой публике, но тем не менее это был один из этапов борьбы, который в итоге завершился кстати, отступлением 9-й армии из Ржевского выступа и отходом всей группы армий «Центр» на запад. Но это было позже. Да, это уже был 43-й год, но основу для этого, вот это вот снимание стружки, мы еще поговорим отдельно про операцию «Марс», то есть это ноябрь-декабрь 1942 года, потому что без нее завершать разговор о Ржеве нельзя. Это совершенно, так сказать, отдельное и весьма интересное и напряженное сражение. Но летний Ржев – это был вот один из этапов, который постепенно военное счастье клонилось в сторону Красной Армии. Но именно постепенно, потому что легкой победы никто не обещал. Да и противник был на тот момент настолько силен. Да, противник был силен, и как бы рассчитывать на то, что даже гвардейскими дивизиями взять Ржев, который обороняет дивизия Слонопотам Великой Германии, ну, это, в общем, тоже несколько заносчиво было считать, что это было так уж легко и быстро сделать. Алексей Валерьевич, спасибо огромное. Из ваших слов становится гораздо более понятно, нежели там со слов даже такого прекрасного актера, как Серебрякова, да. такого специалиста, да, как Пивоварова. И, на мой взгляд, лучше бы он все-таки вас позвал. Ну, раз там вас не зовут, то мы-то вас всегда зовем, так что вы к нам обязательно приходите, ждем. Да. Друзья, до новых встреч.